Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску на основе соли. Соль в этом рецепте можно использовать как морскую, так и обычную поваренную соль. Солевые маски отлично уплотняют кожу. Сегодняшняя маска сделает кожу упругой и эластичной. Это хорошая альтернатива ботокса, что будет давать очень хороший омолаживающий эффект. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маску эту рекомендуется чередовать с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Не забывайте остатки домашних масок наносите на кожу рук. Сегодняшняя маска отлично выравнивает не только цвет лица, но и шлифует поверхность кожи. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите соль. Можно использовать морскую соль. Также для сегодняшней маски подойдет и обычная поваренная соль. Соль отлично обеззараживает кожу. В момент смывания дает подтягивающий, шлифующий эффект. К тому же солевые маски хорошо уплотняют кожу. И отлично уплотняет кожу, заменяя процедуру ботокса. Возьмите половину чайной ложки соли. Если у вас соль крупного помола, то желательно перемолоть ее в кофемолке, так чтобы в момент смывания острые кристаллики соли не травмировали вашу кожу. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете использовать уже готовую, либо приготовить ее самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, не промывая рис, перемелите его в кофемолке. Я рекомендую приготовить большее количество рисовой муки, так как она очень часто используется для приготовления домашних масок. Это отличный компонент, который осветляет пигментные пятна, также делает кожу упругой и эластичной. В момент подсыхания рисовая мука дает и лифтинг, подтягивающий эффект. Добавьте в сегодняшнюю маску 1 чайную ложку рисовой муки. Муку возьмите без горки. Смешайте все сухие ингредиенты так, чтобы они равномерно распределились. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Сок алоэ – это отличный увлажняющий компонент, который предотвращает обезвоженность кожи. Дополнительно сок алоэ обеззараживает кожу. Для сегодняшней маски вы можете использовать уже готовый сок алоэ, либо взять свежий лист алоэ, срезать толстую кожицу, отжать мякоть и использовать сок алоэ натуральный. Также для сегодняшней маски вы можете использовать и гель алоэ или алоэ вера. Если у вас гелевая основа, возьмите 1 чайную ложку геля, разведите 1 чайной ложкой кипяченой воды комнатной температуры и используйте этот состав для разбавления предыдущих ингредиентов. Я использую уже готовый сок алоэ. Нужно взять 1 чайную ложку сока алоэ. Тщательно взбейте все компоненты. Соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Тщательно взбивайте все ингредиенты. Кстати, все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях сделать очень качественную антивозрастную омолаживающую маску. На этом этапе маска должна иметь вот такую консистенцию. Также в процессе дальнейшего смешивания ингредиентов маска будет слегка загустевать, так как кристаллики соли будут слегка растворяться. Следующий компонент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Для жирного типа кожи возьмите косметическое масло персика, для сухого типа кожи косметическое масло кокоса или миндальное масло. Я использую для сегодняшней маски персиковое масло. Нужно взять 10 капель. Кстати, в домашних условиях вы можете самостоятельно приготовить косметическое масло. Возьмите небольшое количество лепестков роз, либо листьев березы, либо березовые почки. Залейте эти натуральные ингредиенты теплым оливковым или подсолнечным маслом. Оставьте на 3-5 дней в закрытом виде в темном помещении при комнатной температуре. Через 5 дней косметическое масло будет готово. Эти компоненты нужно тщательно смешать, так, чтобы они вошли во взаимодействие.
И в последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску эфирное масло. Если вы хотите получить в результате осветляющий кожу эффект, то можно добавить эфирное масло перечной мяты. Если вы хотите получить просто освежающее воздействие, то можно добавить масло лаванды. В сегодняшнюю маску я добавлю 1 каплю эфирного масла лаванды. Не путайте эфирные масла и косметические. Эфирные масла можно использовать только в сочетании с базовыми маслами. 1 каплю эфирного масла на 1 столовую ложку базового масла. Этим составом вы можете протирать кожу. В сегодняшнюю маску я добавляю 1 каплю эфирного масла. Маска также будет иметь и ароматерапию. Тщательно взбейте все компоненты. Маска имеет не только приятную консистенцию, но и очень приятный аромат. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты. Размочите их водой комнатной температуры. Нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Если у вас на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то не растирайте кожу лица в этих местах. В течение 3 минут поскрабируйте кожу. Затем оставьте еще на 2 минуты до подсыхания. Затем смойте кислотную скатку водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Нанесите маску в 3 слоя по кожным массажным линиям. Первый слой этой маски очень быстро впитается, затем нанесите 2 последующих слоя. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.